Всем привет! В этом видео покажу и расскажу, как изготовить подставку для телефона или планшета. В общем, изделие такое простое и при этом достаточно практичное. Часто их продают из дерева, но зачем покупать, если можно изготовить самому? Для изготовления нам нужна полоска кожи шириной 40 мм, длиной 200 мм и толщиной 3 мм. 3 и больше. То есть кожа нужна ременная, и чем плотнее, тем лучше. Она должна держать форму. Вот. Предварительно кожу я уже окрасил, то есть изначально она вот такого цвета. Я ее окрасил, изнанку заполировал и покрыл финишем. Эти все этапы можно в принципе не делать, можно над этим не заморачиваться, но я так делаю на всех изделиях, поэтому и здесь не стал упрощать. Также нужен минимальный набор инструментов. К примеру, вырезать полоску кожи можно ножом и линейкой. Если, допустим, нет ремнереза, я буду резать ремнерезом. Еще для изготовления я сделал такое лекало. Потом покажу, как его применить. Лекало сделал из обычного картона. Зашел в художественный магазин, и у них там есть такой плотный картон, наверное, миллиметровый. Вот. Нарисовал, где мне нужно потом будет сделать вырез и отверстие под хольнитен. Хольнитен тоже не обязательно ставить, если, допустим, у кого нет установщиков там, или самих хольнитенов. Здесь можно сделать проще, можно сделать прошивку. В общем, после того, как вырезал полоску, я ее укоротил. Вот здесь вот 20 сантиметров длина этой полоски. Чем еще интересно и в чем простота этого изделия, в том, что часто после изготовления ремней остаются вот такие вот небольшие обрезки, которые девать некуда. Вот можно, допустим, делать подобные подставки, тоже выставлять там на продажу, к примеру. Вот, теперь нам нужно сделать разметку. Разметку тоже можно делать как бы лекало. Я первую подставку делал без лекала, просто размечал руками. Так как бы дольше работать. Поэтому сделал лекало. Вот, прикладываем. Прикладываем и размечаем, где у нас будут вот эти вот вырезы. И вот здесь вот отверстие сделаем. То же самое переворачиваем лекало и делаем такие же отметки, только с обратной стороны. Отверстие проделаю таким вот дыроколом, можно просто пробойником. То есть здесь как бы не важно. Отверстие 3 мм, хольнитен будем ставить 9. Дальше вот здесь вот это скругление я специально сделал под пробойник 10 мм. То есть я сейчас сделаю вот здесь 2 отверстия, здесь и здесь. Вот, и потом уже ножом продлю это, вырежу такие детальки. Вот что у нас получилось. Отверстия проделаны. Теперь нужно вырезать вот по этим линиям кусочки. Кожа толстая и очень плотная, поэтому резать нужно, там, я не знаю, прохода за 4 получается. При этом нож должен быть наточен.
Следующим этапом скругляем углы. В этих местах скруглял с помощью шаблона и ножа. Шаблон просто сделал в векторе и заказал, чтобы вырезали мне из оргстекла. Здесь разные радиусы от 10 до 40. Монеты можно использовать, но когда их сильно придавишь, от них остаются следы. Поэтому решил себе сделать такой вот шаблончик. В этих местах скруглил с использованием отсекателя. Отсекатель заказал себе набор. На заводе мне сделали, потому что часто работаю с ременными полосами, и это ускоряет и облегчает работу. Если, допустим, отсекателя такого нету, не беда, можно использовать такой же вот шаблончик с радиусами и просто скруглить нужного радиуса себе углы. Если шаблончика нету, тогда монетки или какие-то, не знаю, крышки. В общем, это можно все сделать. То есть задать другую какую-то форму, не обязательно именно такую. Смотрите, на этом этапе, в принципе, можно уже как бы финалить. Допустим, если не заморачиваться с обработкой торцов и какой-то там прошивкой, то можно просто собрать вот нахальнитен, и подставка у нас уже готова. Ставим сюда телефон, ну и все. Я хочу сделать чуть аккуратнее само изделие. Сейчас сниму фаски, заполирую торцы и, возможно, еще сделаю по контуру прошивку, но буду смотреть по настроению. Для полировки торцов сегодня буду использовать токанолы. Заказал себе 100 грамм на пробу, и в последующем видео сделаю на него обзор. Наша деталь перед прошивкой. Значит, изначально я сделал разметку, а дальше отверстие додавил уже на прессе, то есть установил пробойник в пресс и продавил, чтобы дома не создавать лишнего шума. То есть отверстия сквозные. Теперь можно приступать к прошивке. Для прошивки возьмем светлую нить. Вот у меня из образцов есть остатки. Используем их, будет такой как бы контраст темного и светлого. Нить 0,45 мм Мэйси. Еще забыл сказать по самому лекалу. Значит, вот здесь глубина этого выреза 25 мм. До отверстия с каждого края по 20 мм. 25 мм выбрал с учетом того, что телефон можно ставить и вертикально, чтобы он был устойчив. То есть, может и меньше можно, но я вот выбрал себе такое, и в принципе первый образец, как бы с ним все нормально, телефон удержит, поэтому оставил размеры такие.
Вот, собственно, готовое изделие. Как прошивал, решил не показывать, потому что 2 недавних видео именно об этом уже есть на канале. Если какие-то вопросы остались, задавайте в комментариях, я отвечу. Как ставить хранитен, тоже я не показывал, есть об этом видео. Вот нашу заготовку просто 2 края совместили, поставили эту заклепку. В принципе, все вот такое вот простое как бы решение с прошивкой выглядит симпатично. То есть чем больше вы потратите время на разные вот такие вот доводочки, там торцы доработать, сделать прошивку, тем симпатичнее будет уже выглядеть конечный результат. Из таких вот косяков можно было, конечно, окрасить и торец, потому что он такой пятнами, здесь там коричневый, то есть краска проступила, здесь вот более светлый. Ну, это такой как бы нюанс, мне не принципиально, потому что шил себе, так что меня вполне устраивает. Поставил оттиск свой, тоже интересный момент, тренировался ставить фольгой до этого видео, вот, и по итогу в этот раз какая-то, ну, то есть ставил я золотом, а здесь вот именно серебро, то есть что-то осталось на клише, какой-то налет, и вот он тоже оттеснился, получилось симпатично. Так, а теперь как бы как в работе, то есть вот ставится телефон. Еще можно вот сюда снизу подводить шнур, ставить его на зарядку, чтобы он таким вот образом стоял. Ну, в принципе, все. Сейчас еще поверх покрою жиром для блеска. И, в принципе, изделие готово. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.